Приветствую вас, дорогие овны. Меня зовут Анжелика, и вы на канале Таро Жизни. Сегодня для вас Таро расклад на май 2026 года. Ну что, начнем мы, как всегда, 3 самых важных события. Посмотрим, что здесь карты покажут. Ну а далее будем двигаться по сферам. Итак, какие 3 самых важных события произойдут в вашей жизни, дорогие овны, в мае 2026 года? Первое, второе, третье важное событие. Далее посмотрим, что вас ожидает в профессиональной сфере в мае. Также давайте посмотрим, каковы будут ваши доходы. Далее, что будет происходить в вашей личной жизни. На что обратить внимание в плане здоровья и советы от карт для вас на май 2026 года. Итак, начинаем. Первое важное событие для вас — десятка жезлов. Второе важное событие — это дьявол. И третье важное событие — это королева кубков. Ну, если так вот, знаете, сказать одной фразой, то май принесет вам много возможностей, у вас будут большие амбиции, вполне вероятно, будут и большие доходы, ну, либо же вы будете от кого-то сильно зависеть. Но вы будете всегда рядом с теми людьми, а конкретно вот с какими-то женщинами, которые будут вам помогать и всячески вас поддерживать. Ну, а теперь давайте более детально. Десятка жезлов. Она говорит о ваших больших амбициях в первую очередь и о том, что вы захотите взять на себя очень много дел в мае и добиться больших значительных результатов. И по десятке жезлов у вас вполне вероятно это получится, если вы будете настроены на то, что вы способны это сделать, и вы это сделаете. То есть, если будут возникать какие-то мысли, что типа, да ну его, брошу-ка я все эти дела и буду жить более легкой жизнью, то, безусловно, многого вы не достигнете в мае. А если вы взяли на себя, скажем так, много каких-то дел, много ответственностей, обязанностей, у вас очень большие амбиции, и вы хотите максимум сделать из всего того, что вы планируете, и не будете сдаваться, вы себе говорите четко: я не сдамся, я дойду, я донесу вот все то, что на себя взвалил или взвалила, то у вас все получится. И десятка жезлов, она, как правило, больше отыгрывается по работе и указывать на ваше упорство, ну и еще на желание все делать самостоятельно. С одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что вы будете руководствоваться такой вот, скажем, фразой, как «никто лучше меня это не сделает» или «хочешь сделать хорошо, сделай это сам», но с другой стороны, вы можете слишком перегружать себя. Поэтому смотрите по обстоятельствам, и если вы можете делегировать какую-то часть вот тех дел, которые вы будете выполнять в мае, то лучше делегируйте, вам так будет намного легче. Но событийно, как я уже сказала, часто эта карта отыгрывается больше именно по работе или бизнесу, если у вас есть бизнес, и она говорит о том, что вас ожидают в мае большие нагрузки. Либо же обстоятельства, ситуации так будут складываться в мае, что вы будете вынуждены взять на себя какие-то вот, может быть, дополнительные обязательства. Или же, может быть, у вас будет больше ответственности. Или же, опять-таки, нужно будет браться за много дел одновременно, и не будет такого, что вы можете что-то отложить. Нужно будет делать все и прямо здесь и сейчас. Но, с другой стороны, десятка жезлов принесет вам успех. Успех здесь, конечно же, будет дорогой ценой. Вы заплатите за этот успех. Возможно, тем, что вы не будете, к примеру, много времени отдыхать, или много времени проводить, как вы хотите, или много времени гулять, там, встречаться с друзьями. Но зато успех будет весьма и весьма масштабным. Далее. Дьявол, старший аркан. Это, скажем так, центральная тема вашего месяца. Она может говорить о каких-то зависимостях. Она может говорить о каких-то искушениях, искусителях, но по большому счету событийно она всегда указывает на то, что в мае вы будете сталкиваться, встречаться с какими-то вот искушениями и искусителями. И это может, конечно же, мешать, скажем так, тем планам, которые вы хотите осуществить. Поэтому очень важно по аркану дьявол все контролировать, потому что вы, к примеру, хотите существенно развить свой бизнес, либо же подняться по карьерной лестнице, и для этого вы должны прикладывать очень много сил и усилий. Но тут появляются ваши друзья и говорят: слушай, пошли на вечеринку. А по дьяволу это и вечеринки, это застолья, это какие-то, вы знаете, такие встречи с друзьями, где всего много, понимаете?
знаете, и говорят: да пойдем на вечеринку, пошли погуляем, да просто эту работу. И вы можете, я не говорю, что 100%, вы можете повестись на вот эти предложения, и таким образом пострадают ваши планы, ваши дела, ваши идеи. Но вы можете взять под контроль все и сказать: нет, ребята, у меня есть работа, у меня есть там свои планы, у меня там какие-то дедлайны. Я сначала это делаю, а с вами мы можем встретиться, погулять, к примеру, в следующем месяце. Или же на выходных, когда у меня будет там больше времени. Или еще что-то такое. Может быть, еще по аркану дьявол какие-то другие обстоятельства. Ну, например, опять-таки, если мы говорим о работе, то здесь руководство может ставить вас в какие-то зависимости, нагружать вас дополнительными какими-то обязанностями, доверять вам больше дел, повышать вашу ответственность. Но, скорее всего, по аркану дьявол тогда, конечно же, вы хоть и будете в этой зависимости, вы хоть и будете много чего делать, но, скорее всего, это будет оплачиваться, потому что дьявол, он же не только, скажем так, ставит зависимость, он еще что-то предлагает, и, как правило, предлагает достаточно масштабное. Вот здесь может быть как, допустим, хороший доход. Я пока говорю предварительно, помните о том, что у нас общий расклад, и более конкретно мы будем говорить, когда откроем карту профессиональной деятельности, карту финансов. Ну а в целом, как я уже сказала, карта больше указывает на какие-то зависимости, в которые вы можете попасть в мае. Также по аркану дьявол может быть, допустим, ну, в самом, скажем так, приятном варианте, это приход очень крупной суммы денег. Это может быть встреча человека, с которым вас захватят страстные отношения. Это может быть какая-то вот вечеринка, какое-то застолье, где очень много алкоголя и других излишеств. Ну и третье важное событие – это королева кубков. Королева кубков второй – это женщина водной стихии. Это женщина либо же знаков зодиака, таких как рак, скорпион или рыбы, либо же это женщина, которая обладает качествами и характеристиками королевы кубков. То есть это очень мягкая, добросердечная женщина, заботливая, очень эмпатичная. И в мае эта женщина, эта королева кубков, сыграет в вашей жизни какую-то очень важную роль. То ли это будет просто встреча и ее поддержка, то ли она будет принимать какое-то вот, знаете, огромное такое влияние в какой-то ситуации, то ли будет проявлять заботу, или, может быть, будет помогать решать вам проблемы какие-то. Или же здесь может быть и знакомство, и встреча, ну, в общем, какое-то взаимодействие с этой королевой кубкой. В роли королевы кубков может выступать и ваша мама, или какая-то женщина-родственница, и могут быть события, которые связаны с вашей женщиной-родственницей или с вашей мамой, в которых уже вы будете принимать активное участие. Также королева кубков может отыграться как важное событие. Это материнство, то есть это рождение ребенка, это весть о беременности. И это может быть еще и такое, как, допустим, проходить курс консультаций у психолога. И опять-таки в этом случае значение королевы кубков будет для вас однозначно позитивным и благотворным. Ну что, давайте теперь посмотрим, что вас ожидает в профессиональной сфере. Здесь шестерка мечей. Что вас ожидает в плане финансов? Здесь паж жезлов. По шестерке мечей. Это могут быть какие-то поездки, например, связанные с научными исследованиями, с какими-то докладами, с представлением научному сообществу своих каких-то вот трудов. Это может быть много интеллектуальной работы, может быть сбор, обработка, распространение информации, может быть систематизация какой-то информации, может быть посредником между кем-то касаемо рабочих моментов. В целом карта говорит о активности вашей в рабочем процессе. Много, возможно, будет даже командировок. Либо же здесь может отыграться так, что вы будете искать новую сферу, где вы можете себя проявить. То есть часто шестерка мечей отыгрывается еще как смена профессии, смена места работы, поиск себя в чем-то, где вы можете проявить себя наилучшим образом. Но, как правило, для вас это что-то неизведанное, то, чего вы не делали никогда. Может быть такое, что у вас появятся опять-таки новые цели и возможности достичь вашей цели. И вот ради этого вы и будете, знаете, так много на себя брать, чтобы реализоваться в плане работы. Ну и, в общем-то, можно говорить о том, что по шестерке мечей вы будете понимать, что впереди вас ожидают какие-то вот лучшие времена, какие-то перспективы. Но переход к этим лучшим временам, и для того, чтобы эти перспективы раскрылись для вас полную мощность, будет требовать от вас затраты усилий. И десятка жезлов как раз вот об этом. Думаю, что это больше будет проигрываться у вас в плане работы. Далее, в плане финансов, паж жезлов.
Карта позитивна, и она говорит о том, что в мае будут появляться какие-то у вас возможности для успешного решения материальных вопросов. Для того, чтобы заявить о себе как о человеке, который может получать большую зарплату или же получать там какие-то премии. Поэтому в плане денег здесь можно говорить, деньги появляются, но часто по пажу жезлов это деньги, которые, знаете, как самое новое начало, какая-то новая идея, которая дает возможность в будущем зарабатывать хорошие деньги. Это зарождение чего-то нового. И вот дела постепенно начнут двигаться в плане финансов, постепенно начнут развиваться, и какие-то ваши новые начинания будут давать вам возможность либо зарабатывать больше, либо же, может быть, получить более лучшую должность, либо, может, найти более лучшую работу, где вы сможете раскрыть свой потенциал и вот ощутить те перспективы, которые возможны. Также может быть и такое, что по пажу жезлов вы будете с кем-то сотрудничать. И я говорила о том, что шестерка мечей – это еще и карта посредничества. Так вот, сотрудничество, посредничество будет давать вам какие-то тоже финансовые выгоды. Но в любом случае деньги есть, нуждаться вы не будете. Далее давайте смотреть, что вас ожидает в личной жизни. В личной жизни здесь выпадает Верховная Жрица. И Верховная Жрица в отношениях, она проигрывается как в ситуации какой-то двусмысленности. Может быть такое, что для тех, кто в паре, кто в семейных долговременных отношениях, жрица отыграется как погруженность в себя, в свои какие-то вот мысли, переживания, в свои внутренние процессы, в результате чего может быть некоторая холодность, отстраненность. Бывает такое, что по жрице вы будете слишком подозрительными, может быть ревность, может быть и ощущение, что ваша вторая половинка вам что-то не договаривает, и будет желание, знаете, вот понаблюдать и не идти на близкий контакт, на какие-то откровенные разговоры. То есть будет желание замкнуться и ждать, когда выйдет какая-то информация. Вот эта информация, она, если она вообще существует в принципе, какая-то тайна между вами и вашим избранником, или для мужчин вашей избранницей, то она, как правило, выходит в течение месяца. Если же этого нет, то скорее подозрительность так и останется подозрительностью, ничем не подтвержденной. Напомню, что у нас общий расклад, мы не можем говорить по жрице, что 100% здесь у кого-то будет измена. Вот такие вопросы, там измены или вот ощущение, что вам изменяют, можно рассматривать только в индивидуальном процессе. Но то, что будет некоторая отстраненность, холодность, может быть непонимание, какие-то сложные отношения, да, такое может быть. Но может быть и так жрица отыграется, когда вы будете испытывать очень глубокие эмоции в отношении вашей второй половинки. Вы будете очень, знаете, так интуитивно считывать информацию, что происходит с вашей второй половинкой, в каком она настроении, какой ключик, скажем так, подобрать. Вы будете понимать вашу вторую половинку без слов, вы будете предугадывать ее какие-то вот мысли и желания. Ну и тогда жрица отыгрывается как полное такое глубокое принятие своей второй половинки и желание всячески ей помогать, поддерживать. И в этом случае, конечно, жрица отыгрывается как очень такая терпеливая женщина, которая понимает, которая такая всепрощающая женщина, но все равно в отношениях здесь будет некоторая отстраненность, холодность, ну и уж точно не будет очень сильной страсти в отношениях. Для тех, кто не в паре, жрица говорит о том, что вы будете погружены какими-то своими вопросами, процессами, что вам будет не до отношений, не потому что с вами не захотят знакомиться, скорее здесь и будут кто-то проявлять к вам какие-то вот знаки внимания, однако вы сами как будто бы погружены в какой-то другой процесс, который вы обдумываете, который для вас выходит на первый план. Поэтому активного такого вот знакомства, развития отношений для тех, кто не в паре, по жрице не будет. Далее давайте смотреть. Далее это вопросы здоровья. На что обратить внимание в плане здоровья. Кстати, забыла здесь сказать по жрице, для тех, кто в паре, кто в семейных долговременных отношениях, здесь может отыграться так, что вы сами, дорогие женщины, девушки, держите тайну перед вашей второй половинкой касаемо беременности, потому что тема беременности будет звучать, и вы будете какое-то время ждать, выжидать либо нужный момент, когда вы это сообщите, либо же, может быть, ждать, чтобы, знаете, как не спугнуть свое счастье, не сгладить и так далее. Ну и также тогда жрица и аркан-дьявол может отыграться, что вы как связаны друг с другом, вы необходимы друг другу, ну и у каждого из вас есть определенные, скажем так, зависимости друг от друга, и в то же время вы знаете, вот как тут такая цепь, связаны очень сильно. Также, кстати, может быть по Верховной Жрице и по аркану Дьявол, это как привязать беременностью свою вторую половинку, своего мужчину к себе.
Но опять-таки, еще раз повторю, общий расклад, я не могу говорить о том, что все женщины так будут поступать, и все мужчины будут по аркану дьявола привязаны к своим женщинам, или их, может быть, будут там шантажировать каким-то образом. Но такая вот комбинация тоже может присутствовать. Далее давайте смотреть. Далее это семерка кубков в плане здоровья. И на здоровье действительно нужно обращать внимание. Во-первых, кубки часто отыгрываются как что-то такое, связанное с алкогольным отравлением, либо же, может быть, если, к примеру, проходите лечение, какие-то вот лекарства тоже могут дать, сильнодействующие лекарства могут дать какие-то вот отравления, либо каким-то образом повлиять на организм. Может быть такое, что работать в какой-то вот отравленной атмосфере, там, где много курят, или, может быть, и какие-то испарения, ничего там не проветривается, может быть так. Может, конечно, если, допустим, тема беременности для вас будет актуальна, это как токсикоз. Но еще может быть такое по семерке кубков, так как эта карта у нас указывает на какие-то заблуждения, на иллюзии, на что-то такое, что надумывает человек. Так вот, здесь может быть такое, что вы сами надумываете себе какие-то болезни, и в этом случае, обращаясь к врачу, сложно поставить диагноз, потому что вы накручиваете себя сами, вам что-то кажется. Если это так, то гоните такие мысли прочь. Да, еще что может быть по семерке кубков, это, допустим, расстройство сна. И может быть такое, что вообще вот просто плохой сон или бессонница. Ну что, далее посмотрим. Далее это совет. В совет у вас падает вообще шикарная карта, старший аркан мир. И мир говорит о том, что в мае вам ничего не нужно бояться. Вам нужно уверенно, смело, энергично браться за ваши дела, доводить их до конца. Мы как раз с этого начинали расклад по десятке жезлов. Все, что задумали, любые ваши дела и планы, вот беритесь за них, ничего не бойтесь, доводите их до результата. Реализуйте свой потенциал на полную мощность. Ну и расширяйте, скажем так, ваш и потенциал, и кругозор, и в ваших делах, в любых ваших делах задействуйте творческую жилку и не бойтесь кому-то что-то делегировать или вообще вот экспериментировать в ваших делах. Попробуйте разные варианты решения ваших дел, либо же решения каких-то важных вопросов. Вот такой прогноз получился для вас, дорогие овны, на май 2026 года. Напоминаю, это был общий расклад. Кому нужна личная консультация с детальным анализом вашей ситуации, то личную консультацию вы можете заказать по e-mail, который вы видите сейчас на экране. Также ссылки на мой email есть внизу под данным видео. Обращайтесь, кому нужно, буду рада помочь. Подписывайтесь на канал Второй жизни, я буду вам очень рада. Именно благодаря вашей подписке я вижу, что мои прогнозы вам нужны и интересны. Также пользуйтесь функцией спонсорства на канале. Я благодарю вас за просмотр, вашу подписку, ваши лайки и комментарии. Увидимся завтра. С любовью, ваша Анжелика. Всех обняла. Пока-пока.